Я приветствую вас, представители знака зодиака Близнецы. Таро прогноз. Узнай будущее. Что будет меняться и что изменит вас? Таро прогноз на декаду, на 10 дней с 20 февраля и до конца месяца. Давайте узнаем, каковы же энергии. Будем реалистами, безусловно, любой прогноз, расклад не расскажет о личной истории каждого из вас. Я же надеюсь, что мы с вами проведем приятное время и какие-то подсказки вы получите. Итак, что же будет меняться? Хотя Марс у нас стационарен с 20 числа, и вряд ли какие-то глобальные изменения реально будут происходить. Нам скорее может показаться, что условно жизнь стоит на паузе. Но это тот период, когда планеты нам где-то подсказывают о том, что все равно те механизмы, которые были запущены ранее, они продолжат развиваться. Но для нас дается этот период, может быть, что-то переосмыслить, передумать, принять правильное решение или с чем-то определиться. Два основных направления для нас будут актуальны. Когда мы понимаем, некоторую аналитику проводим такой холодной головой, взвешенной, что некоторые события мы не можем ускорить или на какие-то обстоятельства мы не можем повлиять. И вот этот прежний, может быть, анализ, как в чем мы себя пробовали или в каком направлении мы шли. А может быть, мы какие-то ошибки совершали. Аналитика вот эта, работа над ошибками, она приносит свои плоды, потому что в последующем мы более целенаправленно, может быть, точечно будем прикладывать усилия или с чем-то вы разберетесь. И значит, меньше будет какого-то дежавю, мои дорогие. Давайте идем дальше. Неожиданности. В чем ваша сила? По основным сферам жизни смотрим. Дело, работа, бизнес, учеба, документы, энергия денег, личная жизнь или отношения и карта совет. Что-то завершать будете, правда. Или какая-то история у вас подходит к концу. Может быть, это вопросы, которые связаны с деньгами. У кого-то есть возможность закрыть кредит или для себя новую концепцию построения ваших доходов. Должна еще сказать и такой момент, что у нас Уран, планета Уран, которая находится в знаке зодиака Телец, уже в прямом движении. И в июле месяце Уран делает первый заход и будет в вашем знаке зодиака в первом доме гороскопа. Сейчас Уран у вас находится в 12 доме гороскопа. И это подведение итогов ваших дальнейших планов, по части вашего благополучия. Вот так вот, может быть, глобально. И тогда скорее тот, кто один или одна будет продумывать свою какую-то стратегию, отталкиваясь именно от финансового вопроса. Ну, а для людей семейных это вы сообща будете решать какие-то вопросы. Давайте вторую карту откроем. Вопросы вашей пары или вопросы вашей личной жизни. Для тех, кто один или одна, если мы с картой гроб рассматриваем карту сердца, вы можете принять во внимание, что мне надоело одиночество, безусловно, кто-то решится, хватит мне чего-то ждать. Но это скорее внутреннее решение. Тут действительно ваши внутренние перемены, когда вы с чем-то определяетесь. Вы можете прочувствовать, мои дорогие близнецы, в этот период, что какая-то история вам до чертиков надоела. Самое время, или прочувствовать вы опять же можете через наши ощущения, потому что стационарный Марс, он нас как ракурс мы берем на глубинные ситуации своей жизни, то, что мы пережили уже когда-то. Это не есть какая-то новая история. Нет, здесь хочется с чем-то разобраться. И у каждого понятно по-своему. Не уместишь в этих две карты историю каждого из вас. Будьте реалистами. Но завершение и начало нового этапа по этим двум картам проигрываются. И это может касаться как и вопросов любви, так и вопросов денег. Вот, наверное, все то, что можно свести к благополучию в центре вашего внимания. Но, конечно, карта сердца может говорить о новых знакомствах, когда вы завершаете какие-то старые, может быть, подводите к итогу, с кем-то договариваетесь или планируете оформить некоторые бумаги и уже с новым вдохновением идете в будущее. И планетарно ведь тоже где-то так же. Вы могли недавно познакомиться с человеком, например, или какой-то важный человек в вашей жизни мог появиться. Вы могли
прежнюю дружбу, ну, как-то пересмотреть по-новому, увидеть дальнейшее продолжение ваших отношений. Вы здесь решаете, что вы будете продолжать, что вы будете завершать. И если мы спросили у карт, что же будет меняться, а вы знаете, вы сами меняетесь. И может быть какая-то неопределенность, двойственность с учетом первой карты. Вы в чем-то ставите точку. И вам словно от этого легче становится. Потому что больше самодоверия, больше в вас самих жизненной силы и энергии, когда вы завершаете вот то дежавю или находите в себе силы понять, что то, что долгое время не развивалось или, может быть, не служит вашему прогрессу, вам хочется завершить, лишь бы оно вас больше не мучило. И это своеобразный прорыв, потому что вы стоите на пороге перемен. У нас в 2025 году для вашего знака зодиака одновременно, как и Юпитер будет во втором доме гороскопа, так и Уран в первом доме гороскопа. Первый дом– это олицетворение вашего «я», а второй дом– это у нас благополучие и финансы. Вот это «я», а вот это финансы. Поэтому вот такая перезагрузка как раз у вас происходит, может быть, в конце февраля, но это только прелюдия последующих событий или вот то, с чем вы будете определяться, может быть, в этот короткий промежуток времени будет и означать той концепцией, которой будете заниматься в 2025, но я бы сказала, до 2033 года с учетом Урана. Правда? Прекрасная карта, кстати. Карта перемен, причем добрых перемен. Один из символов Меркурия, мои дорогие. Вы можете куда-то отправиться. И вы можете отправиться туда, куда прежде не собирались. Вот такой момент тоже может проигрываться. Перемены в личной жизни. Кстати, это могут быть перемены по работе. Потому что, если мы говорим про символ Меркурия, ваша планета-управитель, но это тоже в таких неспешных энергиях. Это, опять же, планы на будущее. Работа с большим объемом информации, желание знакомиться, кстати, для тех, кто один или одна, желание путешествовать, желание для себя рассмотреть новые варианты работы, изучения, может быть, новых технологий. И здесь все то, что происходит в инновациях или в цифровых технологиях, это вот все то, что по урану в вашем знаке, когда для нас откроются как и новые формы обучения, как и новые взаиморасчеты откроются, безусловно. Уран, он запустил пересмотр финансовых стратегий, финансовых систем на более глобальном мировом уровне. А теперь, переходя в ваш знак зодиака, это будет как через новые технологии осуществлено. И для вас это доброе время, потому что, наверное, вы единственный знак зодиака, который умеет быстро адаптироваться, перестраиваться. И для вас выход ваш на авансцену. И вы можете чувствовать даже, мои дорогие, до конца февраля, что, а ведь правда передо мной открывается много перспектив. Самое главное, мне с чем-то разобраться, в чем-то определиться. И вот эта внутренняя работа над собой даст ощутимые плоды. Вот какие вы перемены себе наметите, поверьте, они будут очень добрыми, очень перспективными для вас, как и в личной жизни, как и в вопросах заработка. Но и самое главное, я бы сказала, вашего самовыражения. Ваш выход на авансцену, мне нечего сказать. У кого-то из вас по части личной жизни, как если прежняя история оставляет желать лучшего, но она вас тяготит, или она, ну, как обременяет вас, вам захочется выйти из каких-то рамок, когда действительно хочется завершить, лишь бы оно меня больше не мучило. Где-то карта тоже об этом говорит. Захочется уйти от людей, может быть, очень хитро умных таких, да, аркан крысы, мыши. Может быть, вы сталкиваетесь с людьми, кстати, и в эти дни до окончания февраля, когда вы увидите какую-то нечестность по отношению к вам. Для нас выработать стойкий иммунитет к чужим неврозам, особенностям психологического восприятия или интерпретации тех или иных событий, мы ведь их не изменим. Но выработать тактику, встретить и проводить, помня, что если нас не зацепило или не зацепил какой-то человек, вызывая нас на конфликт, мы стали сильнее. И вполне вероятно, в этот период вы кого-то будете и провожать буквально из своей жизни. Давайте узнаем, отказываться от таких мышек-крысок.
в неожиданностях, новые возможности всегда. Эта карта нам говорит о будущем. Но мы так словно забираем на какой-то очень короткий период, чтобы проверить, все ли мы взяли с собой в будущее. Само по себе будущее и все то, что я говорила по арканам Ленорман, это не есть какая-то неожиданность. Ну, я могу, конечно, допустить, тут могут быть и новости, здесь сами по себе перемены, но это больше, я вижу, опять же, два корабля у вас выпадают. Добрые перемены уже на пороге, мои дорогие близнецы, но это требует от вас некоторые перезагрузки. Вы сами определяете, что вы будете продолжать, а что вы будете завершать. Для кого-то из вас, если вы долгое время мечтали о путешествиях, вас эта мысль может поглотить. Вы начнете, может быть, с коротких каких-то перемещений, но то, что это выход, как из замкнутого пространства или периода стопора, может быть и так. И для вас это как будущее перед вами открывает новые возможности. Больше оптимизма, мои дорогие. И что вам будет помогать? Вообще, это та, по королеве Пентаклей, та персона, и мы рассматриваем карту как энергетику, что вам помогает. Так вот, королева Пентаклей из любого хаоса умеет построить порядок. Может быть, есть человек конкретный, с которым у вас сотрудничество, может быть, сотрудничество по части работы, или это какой-то ключевой партнер в вашей жизни, который вам может помочь дельным советом, и вам нужно с чем-то определиться. Сама по себе карта стабильности и наших возможностей. Ну, может быть, у кого-то и проигрывается, когда это часто наши близкие, для людей семейных, поддержка вашего партнера, я так могу сказать, вашего супруга или супруги, неважно, что у нас изображена королева. Мы, опять же, по полу карту не рассматриваем. Поэтому есть какая-то персона, которая может быть вам полезна. Может быть и так. Дела, работа, бизнес, король кубков. Ну, где-то могут быть вопросы семьи, может быть, это оформление недвижимости, может быть, это у кого-то семейный бизнес, или вы задумаете таковой. Правда, концепция, откуда к нам приходят деньги для людей семейных, может быть, или как ваш семейный бюджет. А карта нам говорит, разделяй в этот период эмоции и реальность. Это как возвышенное и земное. Что-то вы будете здесь определять. Для кого-то из вас это может быть тот период, когда вы свое творчество захотите монетизировать. Но вообще вот этот период до конца февраля, пусть с каким-то переосмыслением у вас проходит, но это, видимо, совершенно необходимо, потому что пространство хочет вам помочь, чтобы вы были более счастливы. Вот к этому все и идет. Может быть, есть что-то из разряда того, что следует завершить. Может быть, и некоторых персонажей проводить из своей жизни. Избавиться вот от этого груза забот, десятка жезлов на финансово выпадает. И это когда мы можем прочувствовать, что какое-то бремя финансовое нас тяготит, и мне хочется быстрее от этого отказаться. Эта карта нам и говорит чаще: брось вот эти 10 жезлов, ты много на себя взвалил, не бери на себя много, поэтому вы все то, что я говорила в самом начале, переосмысляете. Вот эти, не то, что что-то вокруг вас происходит, это через вашу внутреннюю трансформацию, мои дорогие близнецы, наступают перемены. Когда не хочется участвовать в том деле или в той работе, может быть, которая из нуля в рогожечку, вы потратили много сил и времени, а вам это не приносит никаких бонусов. Бонусы получает кто-то другой. Или вы, когда какое-то время долго помогали, может быть, кому-то, и здесь вам захочется тоже освободиться от этого, потому что, ну вот обязательства свои пересмотреть, может быть, обязательства по финансам. И деньги есть, и деньги будут, нам об этом говорят карты, но пересмотреть, опять же, стратегию и тактику по части денег карты рекомендуют. Личная жизнь, ну, карта император. Здесь могут быть вопросы, когда вы отправляетесь, может быть, и вашей какой-то любовной истории или по части отношений. Вы отправляетесь сделать важные согласования в высокие инстанции, узнаете, как в отношении вас работает закон, но все же я бы больше сказала, это ваша энергия. Вам хочется быть хозяином собственной жизни, чтобы как и не давлел никто, не командовал буквально вашими финансами, быть более свободным, так и для себя разобраться, может быть, по части документов
или чем вы будете дальше заниматься. Ведь это статусная карта, для кого-то это может проиграться, как, может быть, и расставание. Или если прежде была не самая счастливая история, де-факто вы уже вместе не проживаете. Если мы говорим расстались, да, в паре, то здесь, оформить отношения де юре. Может быть, и бракоразводные процессы могут проходить. Для кого-то может проходить вопрос наоборот, и бракосочетание, то, что вы планируете. Потому что по аркану император это всегда проходит то, что мы оформляем по закону. Поэтому путешествия в какие-то инстанции, они могут быть в зависимости от поставленных вами целей. Но это еще и своеобразный символ нового «я» или того, что мне хочется осуществить свое желание. Но будьте мудрыми императорами, потому что всегда по этой карте проходит такое мировосприятие, как есть два мнения, мое и неправильное. А мудрый император, он поставил перед собой цель и готов вносить коррекцию в мелкие планы, чтобы важная, главная мечта, назовите это так, это было осуществлено. Коррекцию какую-то будет добрым позитивным началом вносить в то, что вы хотите осуществить. Больше бы направить свои силы на взаимодействие, но не идти против системы, не идти против закона. И тогда закон защищает вас. Как карта совет, давайте узнаем. Ну вот, наверное, по девятке жезлов это карта великой мощи, великой силы, когда эту силу нужно хорошенько подумать, куда вы будете применять. Карта подытоживает все то, что я сказала. И для вас, наверное, мои дорогие близнецы, основная, ну, как две задачи. Аналитика, холодная голова. Время задавать вопросы. Почему? Или искать ответ, где и в чем вы прежде допустили ошибки, что вам следует завершить, а что следует продолжить, куда следует приложить энергию и вашу активность, чтобы чего-то не упустить. И с другой стороны, чем себе не навредить или как себе не навредить. Это по части, опять же, повторяюсь, как выработать стойкий иммунитет, как я говорила, или не включиться в какие-то дела, вопросы, которые будут затратны, энергоемкие, или не принесут вам финансового эквивалента, или то, что будет где-то означать, что, ну, как манипуляция. И вот, видимо, это совершенно необходимо, потому что вроде как и будущее уже на пороге. Очень хорошо тройка жезлов обрисовывает ваше внутреннее состояние, когда, да, я с чем-то определяюсь, как вот этот человек, который повернулся уже к прошлому спиной, но он еще вот последние какие-то мгновения ожидает, когда же этот корабль зайдет в гавань, и он уже готов прыгнуть на него и отправиться в будущее. Перекладывайте на себя, мои дорогие близнецы, и будьте счастливы, будьте любимы всегда.